areas that we look at from a functional point of view. С функциональной точки зрения 4 основные области, привлекающие наше внимание. As far as neurobehavioral problems, С точки зрения нейроповеденческих расстройств. it's the cerebellum, the thalamus, the frontal lobes, and the basal ganglia. Мозжечок, таламус, лобные доли и базальные ганглии. The people who have problems in the pons usually don't survive. Те, у кого проблемы в области моста, как правило, не выживают. Most defects in the medulla and the pons, end up with respiratory problems and seriously Ну, die. как правило, так сказать, медула, мозг – это те зоны, которые дают очень серьезные расстройства, и это не та сфера внимания, которая нас сегодня будет с вами интересовать. Whereas midbrain problems will lead towards less development of the higher centers with the frontal cortex. Проблемы, так сказать, больших полушарий – это, как правило, недоразвитие коры, это недоразвитие высших центров и вытекающие отсюда проблемы. So we'll see the results of these as we go through the morning. Мы уже видели определенные результаты, скажем так, проговорили некоторые результаты таких нарушений во время утреннего занятия. Okay, so we're going to just work through these 4 areas. Давайте рассмотрим все эти 4 области. Have a look at these from a functional point of view. Посмотрим на ситуацию с функциональной точки зрения. And what we're going to do is we're going to do some practical demonstrations on each one. Мы с вами проведем практическую демонстрацию на каждом. And then we're going to Не на spend каждом, но на каждой из этих сфер. quite a little bit of time on functional testing for left and right brain. Используем функциональное тестирование для правого и левого полушарий. Посмотрим, как все это производится. So most of the rest of the session I'm going to be teaching this morning, and probably some of the next one will be very much practical based. То есть занятие наше приобретет очень практическую направленность. So cerebellum connections go to the frontal lobes and to the thalamus via the thalamus. Итак, мозжечок. Взаимосвязи с лобными долями через таламус. As we'll see that all neurological input ultimately goes directly or indirectly to the thalamus. То есть все, так сказать, входы, все информационные входы так или иначе приходятся на таламус, прямо или опосредованно. And it contributes therefore to cognitive functions. Значит, участие мозжечка в когнитивных таким образом функциях, Such as language as well as motor function. в таких функциях, как язык, плюс двигательным функциям, Cortical arousal. кортикальное возбуждение, Alertness. настороженность или тревожность And attention. и внимание. And the prefrontal connections influence planning, Префронтальные взаимосвязи влияют на планирование, verbal working and memory. вербальную работу и память. So you can see the effect of the cerebellum has a tremendous influence on the higher centers Видите, как сильно мозжечок влияет на высшие центры of everyday activity, повседневной активности. keeping us awake and working with our memory. То есть именно эта структура позволяет нам находиться в бодром состоянии духа и помнить о происходящем. So it's generally seen and remembered by most people as the part that helps us to finally coordinate our body movements. То есть фактически можете запомнить основные функции как тонкая координация движений тела. So putting on the shoe here one-legged is a very good example. Очень хороший пример вот такого одевания обуви, стоя на одной ноге. Now what we'll be learning is using muscle testing to evaluate this. Мы пробовали использовать мышечное тестирование для оценки этих функций. We need to keep in our mind that the input from our proprioceptors or our joints Обязательно нужно помнить, что входы от проприоцепторов суставов goes to the cerebellum on the same side as the input. The input from the joints and muscles Значит, то есть информационные входы от мышц и суставов goes to the дают cerebellum поступление в мозжечок on the same на той же side. самой стороне. Or we call it ipsilateral. То есть ипсилатеральное поступление информации. So information from the right side of the body goes to the right То cerebellum. есть информация от правой части мозга поступает в правую, от правой части тела поступает в правую часть мозжечка. It then crosses over А уже затем идет перекрест through the thalamus через таламус to the opposite side. на противоположную сторону коры. So information from the right side of the body То есть информация от правой части тела ultimately goes to the
left cortex, попадает на левую часть коры, but it goes via the right cerebellum через правую часть мозжечка. and then crosses over or decussates. А потом уже идет распределение информации по перекрестному паттерну справа налево. So as we know, that most information from the left brain, left cortex, Известно, что основная информация с левой коры goes to the right motor system. идет на правую мотосистему. Okay, so when we're evaluating the right side of the body Значит, когда мы оцениваем состояние правой части тела and the right cerebellum, и правого мозжечка, we need to evaluate the muscles on the right side of the body. нужно тестировать тело, которые располагаются по правой стороне тела. Okay, because they correspond to the left cortex, Потому что это соответствие левой коре which is the right cerebellum. или правому мозжечку. It has connections to other areas involved with memory, Мозжечок имеет взаимосвязи, которые, взаимосвязи с другими областями, связанными с памятью, which is a difficult concept because I think memory is, the brain uses the recall of memory rather than memory itself. но это уже немножко более сложный вопрос, потому что мозг ведь имеет дело не с памятью как таковой, а постоянно с целым набором воспоминаний, в большей степени, чем с самой памятью. Because nobody really knows anything about memory. По сути, про память, как говорится, известно все и ничего. We know that the brain is a measuring machine for the memory to come through. Мы знаем фактически, что мозг – это измерительный прибор, который позволяет памяти активироваться. But probably memory itself is not in the brain. А сама память совершенно не обязательно это достояние мозга. To a psychologist, it's in the mind. Психолог считает, что память в разуме, So the mind and the brain are different things. а разум и мозг – это совсем не одно и то же. I think I've taught you Вам или не вам я преподавал, how to test memory. как тестировать память. Yeah, no? Задать вопрос, помнишь? Не I've forgotten whether I taught you about memory. Ask the question if you remember. Yeah. Я, как видите, сам не помню, преподавал или нет. Если преподавал, то кому? Okay, I'm going to just digress from the topic. Тогда давайте сделаем лирическое отступление от темы семинара. This Раз topic, никто что не помнит. every year we do 2 or more special subjects as a seminar. Каждый год мы выбираем 2-3 темы, которые прорабатываем в рамках семинаров. About 6 or 7 years ago, I did the biochemistry of emotions and memory. Биохимию эмоций и память я читала порядка нескольких лет тому назад. Ну, была такая активная тема. А? 2003 год. In 2003. Was it? At least there's one person who remembers. Хоть кто-то помнит. The next academic year in April, we're going to do another seminar on memory. Мы будем читать этот семинар по памяти в следующем учебном году, в мае, наверное. Now, В апреле, прошу прощения, я придумала. all our seminars are online, Все наши семинары онлайн. and all our seminars are free, И, кстати, все бесплатно. but they're in English. Но по-английски. Now, we have got one run in Russian, one up, haven't we? На русском один у нас есть все-таки, So да? there is one that I did in St. Petersburg last year. То, что я читал в прошлом году в Петербурге. Я все пересылал семинары на русском языке, Крис. You're supposed to have all of them in Russian. I know. Знаю. I've only had time to put one on at the moment. Мне просто никогда времени не хватает, чтобы всем этим заняться. As soon as my busy period is over, I'll put the other one on. Don't worry. Как только, так сказать, немножко сейчас делами разберусь, запущу следующий. So the one on memory will be available in April. То есть в апреле уже будет доступен семинар по памяти. But I just want to show you the most important bits about it. Мне просто сейчас хотелось вам показать наиболее важное из того, о чем я упомянул. Okay. First of all, we have to see, Прежде всего нужно увидеть, we have to hear, услышать, and we have to touch. прикоснуться. Those are our 3 major ways of learning. Это основные 3 способа обучения. And we have to smell and taste. Вкус и запах тоже относятся к этому же разряду. So the more of those 5 senses you can give or experience, the better your memory.
То есть, чем активнее включаются в процесс обучения все 5 чувств, тем более прочной становится память. So if you listen to me talking, you'll learn a bit. Если вы просто слушаете меня во время лекции, ну, чему-то вы научитесь. But if you look at the pictures, Если вы одновременно смотрите на картинки, you'll learn a little bit visually. вы и визуально что-то получаете. And in a minute, when we do the muscle testing and we're touching А each через other, минутку, когда мы начнем тестировать друг друга и прикасаться друг к другу, you'll experience the feeling or the kinesthetic approach. вы кинестетически получите определенные знания. And if you can have a smell of each other А если вы еще принюхаетесь друг к другу, and a lick, а еще лизнете, you'll really experience much more. вот тогда вы получите еще больше информации. So, as I taught you this morning, all those 5 senses are excitatory in Как я nature. вам уже говорил утром, по своей природе все эти чувства являются возбудительными. They all use glutamate or aspartate receptors. Они все используют рецепторы глутамата или аспартата. And we know that the meridian or acupuncture point for low levels of excitatory transmitters is 11123. Тройной обогреватель 23 – это акупунктурная точка для тестирования уровня возбуждения. So just follow your orbit round Вокруг глазницы вот так поставьте пальчики, to the suture between the frontal bone and the zygomatic bone. найдите лобно-скуловой шов. That's it. It's about 10 o'clock and 2 o'clock. Ну, 2 часа и 10 часов, вот так примерно. Actually feel on the orbit. You should find that. Ну, найдите на глазнице шов, пальчиками все. Now, there's a little anatomical difference between us all. Some are higher up and some are Ну, lower понятно, down. что мы все анатомически разные, то есть у кого-то чуть выше этот шов, у кого-то чуть ниже, но это наружный край глазницы. So that is the point for low levels of the excitatory Вот neurotransmitters. это точки для тестирования низкого функционирования возбудительных функций. Now, when that information goes in, Когда если информация поступает внутрь, it actually goes into the memory, ну, естественно, она поступает в то, что мы называем памятью. and that is thought to lay down dendrites. И считается, что, так сказать, происходит заложение дендритов. Or connections to link that memory То есть together. возникают дополнительные взаимосвязи для того, чтобы эта память могла инкорпорироваться в общую картинку. I think the connections are important in order for the recovery of the memory. И мне кажется, именно эти взаимосвязи играют очень большую роль в восстановлении памяти. These dendrites that are laid down are called neuronetting. Это нейросеть дендритов. And the 3 ways that we lay these down Есть 3 способа, так сказать, заложения этих слоев. is by repetition, Это способ повторения, intensity, интенсивности and duration. и длительности. So the more we repeat, Чем чаще мы что-то повторяем, the more we repeat, чем напряженнее это повторение, the more we repeat, тем, так сказать, повторение становится еще We learn. более частым и еще более действенным. so this is why sometimes today Michael will be teaching things similar to what I've done, Поэтому очень может быть, сегодня Майкл частично будет, буквально как повторять мою программу. and you'll learn because it's repetition. Потому что именно так мы учимся, как бы просто повторение мать учения. Так, наверное, я должна это перевести. Now the intensity is also important. Интенсивность процесса обучения тоже имеет очень большое значение. So if I shout very loudly, Если я буду кричать очень громко, you'll learn much more than if I talk quietly. вы научитесь гораздо большему, чем если я буду говорить с вами тихо. And if we carry on the seminar all day and all night, И если мы не будем прерывать нашего занятия ни днем, ни ночью, and tomorrow, and the next day, and the next day, и будем работать в таком же режиме и завтра, и послезавтра, и послезавтра, that's duration. мы будем использовать компонент длительности обучения. So most of us learn from repetition. Многие из нас обучаются методом повторения. And the magic number with repetition is 560. 560 – это магическое число в факторе повторения. So if I tell you something 560 times, Если я вам повторю что-либо 560 раз, there's a fair chance you will actually neurologically network that in your brain. есть шанс, что неврологически сеть сформируется таким образом, что вы будете в состоянии это запомнить. Какая-то западная концепция. So this is why when we do work with affirmations, we tell people to do it 600 times.
Поэтому, когда мы используем метод аффирмации, мы предлагаем пациенту производить 600 повторений. Because then it becomes fixed in there. Потому что именно тогда информация фиксируется в памяти. Okay. So that's the laying down or the hard wiring Это of the вот memory. так сказать, закладывание основ запоминания и памяти. And the stimulation of dendritic growth is modulated by dopamine. А допамин модулирует рост дендритных связей. And you already know the acupuncture point for low dopamine. Низкий уровень допамина, вы знаете, ассоциируется с какой точкой? Because I told you that this Потому morning. что я вам уже говорил, с какой вы должны были это запомнить. It's conception vessel 24. CV24. Okay. Now, if you're not sure, say conception vessel 24 560 times. Если не можете запомнить, кладите палец на эту точку и 560 раз скажите CV24, CV24. And if you say it very loudly, you'll А если learn еще it будете quicker. говорить это громко, то вы запомните это еще лучше. And, Fantastic. and if you do it, if you read it in red writing, you'll learn it more than in black writing. А если вы напишете это все еще и красными буквами, а не черными, тогда вы запомните это еще лучше. There's all sorts of little techniques to То есть inspire есть всякие people to хитрости, learn. есть всякие мелкие техники, которые позволяют запоминать лучше. Now, we also have to retrieve the memory, Кстати, память нужно уметь, так сказать, пробуждать. and that is thought to come through То есть должна возникнуть мысль, cortical connections in the hippocampus. должны возникнуть кортикальные связи, должен заработать уровень гиппокампа. And the memory recall through those connections Память восстанавливается именно этими путями, is modulated or mediated by acetylcholine. и ацетилхолин модулирует, так сказать, именно эти процессы. And acetylcholine, the acupuncture point for low acetylcholine, is gallbladder 1. И желчный пузырь 1 – это точка для низкого уровня ацетилхолина. Which is on the lateral part of the orbit. Это латеральная часть глазницы. So if you feel your orbit, Найдите точечку, это все у себя. just roll your fingers into the orbit there, Немножко так вот подкатите пальцы, чтобы кончики пальцев ушли действительно в глазницу. and you should find two very, very small little lumps. Такие два малюсеньких бугорка, нащупайте все у себя, пожалуйста. Maybe you Не haven't got. ленитесь. Usually when an acupuncture point is active, it's a little bit swollen. Обычно, когда акупунктурная точка активна, эти бугорки как будто отечные. Okay. So that is the point for the recall. Вот это точки для, так сказать, воспоминания. So triple warmer is for the input. Тройной обогреватель для входа, Conception vessel is for the laying down of the memory. conception vessel для того, чтобы память зафиксировалась, And the gallbladder is for the recall а of the memory. желчный пузырь, это точка желчного пузыря, для того, чтобы вспомнить запомненное когда-то. In America, in the 1960s, В Америке в 60-х годах there was a famous time for the hippie movement. движение хиппи было очень развито. These were people with long hair, Эти парни с длинными волосами. and it became very popular to smoke cannabis. И курение определенных видов продуктов тоже стало очень популярным. So they say that if you can remember the 1960s, И говорят, что если ты помнишь 60-е годы, you weren't there. значит тебя там не было. Because all the people who were there can't remember. Потому что те, кто там были, помнить об этих годах уже сегодня просто не могут. Okay. So the cannabis is thought to decrease dopamine. То есть канала, считается, снижает уровень допамина. So they never laid down the neuronal connection. То есть эти курильщики никогда не образовывали в своей нервной системе дендритные связи. So they used to have things called love-ins. Remember? Love-ins? Я не знаю, как мы по-русски переводили всю эту хиппусскую, так сказать, терминологию. This is the sort of introduction to sort of free sex, isn't it? Ну, так сказать, это термин, который обозначал фактически свободный секс. But of course none of them could remember. Ну и что толку, наслаждались этим свободным сексом, а сегодня никто о нем ничего не помнит. So, what I want is somebody who has a problem with their memory as a Вы хотите, кто страдает провалами в памяти? То есть, кто на память жалуется, вы хотите. You have problems with your memory?
Выходи, у тебя есть проблемы с памятью, говорит. Now, Мы склероз. Где-то рядом. Saying sclerosis and myself, or somewhere close. Садись на кушетку. now, as we'll see later, I don't normally treat a person this way. Позднее вы поймете, что вот так, как сейчас я покажу, я людей не лечу, конечно. I usually have a little preliminary procedure that I do Я всегда использую предварительную подготовительную процедуру. that I'll go through with all of you, Я покажу вам эту процедуру обязательно. just to make sure the neurological system is working Но просто properly. для того, чтобы сначала убедиться, как работает и что она работает вообще неврологическая система. So this technique might be something that I would only do maybe at the end of the Эту session. технику я, может быть, стала бы делать в конце приема. We'll just take a strong indicator muscle. Возьмем сильный индикатор. We'll take the middle fibers of deltoid, Ну, возьмем среднюю дельту. push up and over in an arcing circle. По дуге движение должно быть. Okay, so he appears to be nice and strong. Здесь, похоже, все в порядке, мышца сильная. Now, we want him to remember something А теперь вспомни о чем-нибудь. which isn't in any way stressful. О чем-нибудь, ну, что не повергает тебя в состояние стресса. So don't ask him to remember the last time he smashed his car. Не надо вспоминать последний случай, когда разбил машину. Не надо. You say, not myself, my wife. Okay. So we want something which he will have difficulty remembering, but it's not stressful. Ну, что-нибудь такое, что тебе, в общем, сложно запоминать, но что не является для тебя стрессом. Because if it invokes an emotional response, he may go weak. Дело все в том, что, так сказать, это воспоминание не должно повлечь за собой эмоциональную реакцию, которая может дать слабость. But we want him to remember. То есть, понимаешь, быть нейтральным, но не с таким выражением лица, что там. We want him to remember Что такое ты вспоминаешь? If you saw me in space, he was trying to remember. Yes, I know. We want him to remember the first girl he kissed. Ну, вспомни первый поцелуй с девочкой. Какой из девочек? Второй класс. You remember? Second grade at school. It's no good. Первая You can remember. четверть. You can remember. Помнишь ли? Oh, well. Did you marry her? Ты на ней женился? Okay, let's see if you can remember what he did on his 16th birthday. Ну, попробуй вспомнить свое 16-летие, день рождения. Keep thinking about it. Думай, пытайся вспомнить. No, it doesn't go weak to that. Нет, Okay, so let's try ну что, вспомнить нечего. День свадьбы. what colour shirt he wore on Friday, last Friday. Попробуй вспомнить, какого цвета на тебе была рубашка в прошлую пятницу. What colour shirt he wore. Ну так какого цвета была рубашка? Hay used to always wear white shirts, then you can't get called back on that. Носи белые рубашки, не будет проблем. Okay. Right, so he can't remember. Видите, не может вспомнить. So what we do is simply, you must do it in this order. Делать надо вот в такой последовательности. Okay, it must be in this order. So it must be how did he see it, did he hear it, did he smell it, did he taste it? Remember your shirt on Friday. Вспоминай рубашку в пятницу. Okay, so that didn't make any difference to it. So it's not a laying down of the memory, it's not an input. Видите, нужен дополнительный, так сказать, вход, потому что информация не осела, не отложилась. Obviously, if it is an input, then you think about is it eyes, is it hearing, etc. The learning difficulties. То есть можно, конечно, использовать, так сказать, эту систему всех 5 чувств, которые мы с вами перечисляли, используют в процессе обучения. Did he neuronet it or lay the memory track down? Think of this shirt. Думаю о той рубашке. No. Нет. So that's not a problem either. То есть это тоже не проблема. Перешли на вторую точку и увидели, что тоже не устраняется реакция. So that just leaves really the recall as the problem. Действительно, проблема в воспоминании. В вспоминании. Think of the shirt on Friday, Ну, думаю о рубашке пятницы. and that's positive. Положительная реакция. So it's the first one that negates the weakness. То есть the первая challenge. точка, которая устраняет провокацию. Okay, so you must obviously be in that order. Именно такой порядок. So for you to learn what I've said,
Если вы хотите запомнить то, что я сейчас сказал, you've got to see me, hear me, touch me. вы должны увидеть меня, услышать меня, прикоснуться сами. You've then got to hardwire it in the brain. То есть вы должны заложить основу, заложить физическую основу этого запоминания в мозгу, And then you've got to recall it. а потом нужно активировать систему, которая позволит вспомнить запомненное. So Sergei's problem is recall, У Сергея сложности в вспоминании. and is associated with the gallbladder, Причем эта проблема связана с меридианом желчного пузыря. which is low, equates with low acetylcholine. Значит, это низкое содержание ацетилхолина, низкий уровень ацетилхолина. Now, what I can do is fine. Все. What I can do Как ты когда не узнаешь, как это можно? is give you a quick list of the nutrients, if you like, associated with each one of them. Если хотите, я просто могу вам быстро надиктовать краткий список соответствующих нутриентов. So you might want to just write these down. Если хотите, пишите. Камера сейчас. High level liver. Liver is high Liver. acetylcholine. Liver 14. So all the yang, the beginning and ending points on the yang meridians on the face are deficiencies. Значит, все, что тут на лице, начальные и конечные точки, ян-меридиан, это все дефициты. Потому что Майкл спросил о высокое содержание ацетилхолина. Крис говорит, это уже будет печень. Он сказал 14. And the excesses are the yin points on the body. То есть инь-точки – это выход, а вход – это янь-точки на лице. So let's do the vital nutrients for those 3 neurotransmitters. Давайте вот эти 3 нейротрансмиттера запишем для них ключевые нутриенты. Okay, so the key nutrients for aspartic acid and glutamic acid, the excitatory ones, Значит, глютаминовая аспартатовая кислота. is both of those are free-form amino acids. Аминокислоты свободной формы. So in other words, they're amino acids, straight amino acids. То есть непосредственно аминокислоты. So you might think about prescribing the amino acid, Поэтому именно аминокислоты надо подумать, может быть, и стоит выписать, ну или прописать. but both of them can be formed from other amino acids. Но надо иметь в виду, что они могут быть производными других аминокислот. And 2 key nutrients to the formation of that is B6 and magnesium. Магний и В6 – 2 ключевых элемента для получения этих аминокислот. So glutamic acid can be made from glutamine, Глютаминовая кислота может получаться из глютамина, but it requires B6 and magnesium. значит, магний и В6 необходимы как нутриенты, способствующие происхождению процесса. And the same with aspartic acid can be made from asparagine. То же самое касается и аспарагиновой кислоты из аспарагена. Now, one of the interesting things with the synthesis of glutamic acid from glutamine Ведь из is глютамина синтез, интересно вот что в этом процессе. the production of ammonia. Это производство аммония. And this is why B6 will help you to metabolize or get rid of ammonia. Именно поэтому В6 в процессе метаболизма помогает избавляться от аммония. We're going to talk about ammonia later, Мы будем об этом чуть подробнее говорить позднее, because again, ammonia production is involved with this methylation но defect, выработка аммония тоже связана с процессом метилирования. and is particularly important with autism and Кстати, other behavior problems. Эти процессы очень важны в развитии аутизма и других поведенческих расстройств. Because you'll find that all autistic children and like similar problems have high levels of ammonia. Очень высокий уровень аммония, как правило, у детей, страдающих аутизмом, страдающих другими поведенческими расстройствами. Which is very neurotoxic. То есть мы говорим в данном случае о очень высокой нейротоксичности. Okay, so the second neurotransmitter, if you can remember, is dopamine. И если вы в состоянии были запомнить, следующий нейротрансмиттер – это допамин. So dopamine is made from tyrosine Из тирозина производится. and needs that special form of folic acid called tetrahydrobiopterin. И тетрагидробиоптерин требуется для ее производства, насколько вы сумели запомнить. So again, folic acid is То есть это important особая there. форма фолиевой кислоты, B6 is important, В6, B3 В3 and iron. и железо.
We also need to complete the synthesis of dopamine from L-dopa. We need more B6. Значит, надо для полного завершения цикла дополнительное количество B6. And we need magnesium and zinc as cofactors. И магний и цинк как кофакторы. Okay, and lastly, acetylcholine. И ацетилхолин. We derive the acetyl part from vitamin B5 B5 это первая часть, ацетиловая часть. because the coenzyme of B5 is called acetyl-CoA. Потому что ацетил-CoA это как кофакторы, здесь указанный витамин работает. We need choline, Нужен холин. which is a so-called non-essential vitamin B. Витамин, тоже форма витамина В. We need thiamine or Тиамин B1, или В1. and this coenzyme is called thiamine triphosphate. И тиамин трифосфат. Такая форма. And we need manganese, Mn, manganese. И as a марганец. cofactor. Now, choline is very important Холин имеет очень большое значение. in the developing child При развитии ребенка. because it helps to lay down Потому the что cholinergic neurons. помогает энергические нейроны закладывать. So the important time for a child to have choline is in the first 16 weeks of fetal life. Первые 16 недель бесплодной жизни для ребенка крайне важны, и именно на этом этапе данные нутриенты имеют очень большое значение. This is when the central nervous system is fully developed by 16 weeks. То есть 16 недель и завершается развитие центральной нервной системы. So it's important that the mother has enough choline. Очень важно, чтобы у мамы было достаточно холина. And choline is a so-called non-essential vitamin B Это, так сказать, ненасыщенный витамин В. because we can make it in our guts. We can synthesize it on our Потому что gut. мы можем синтезировать его в кишечнике. We don't have to get it just from food, Нет необходимости, так сказать, получать его строго с пищей. but we make it from bacteria, good bacteria in the gut. Производится из хороших бактерий в кишечнике. So if you've got bad bacteria in your gut, Если у вас в кишечнике бактерии плохие, what's called a dysbiosis, если вы страдаете дисбиозом, you may not be synthesizing these non-essential vitamin Bs. вполне возможно, так сказать, эти формы витамина В у вас просто не будут синтезироваться. Another one of those is biotin, Кстати, следует упомянуть еще и биотин. again, which is important for metabolizing ammonia. Тоже важный фактор в метаболизме аммония. So if you think about becoming pregnant Если вы собираетесь забеременеть or are pregnant, или уже беременны, it's a very good idea to take some extra choline during the first 4 months of pregnancy. есть смысл на протяжении первых 4 месяцев дополнительно попринимать холин. And for the first couple of months after birth, И, кстати, он же показан в течение определенного периода после родов. so if the mother is breastfeeding, Если мать кормит ребенка грудью, the mother can take the extra choline, мама может принимать дополнительное количество холина, and if the child is bottle feeding, then you can put it into the bottle а если ребенка the formula кормят, milk. так сказать, из бутылочки, значит, можно в формулу молока добавлять холин. Now, studies in rats have shown that their spatial awareness is greatly enhanced. Сегодня исследования большое внимание уделяют пространственным взаимосвязям, пространственным восприятиям. So these researches are done in what are called water mazes. Проводилось исследование на крысах, и вот тут я затрудняюсь с переводом. In what mazes? Water mazes. A maze is a mystery path. No, okay. Ну, This is in water. То есть, когда исследование проводится с использованием водной среды. So it's a series of like alleyways, but only one of them gets across the water. То есть, кажется, в воде может оказаться большое количество животных, но только одно из них переплывет на другой берег. It's a bit like trying to get to the airport in Moscow. Это все равно, что, так сказать, пытаться пробраться к нужному терминалу в московском аэропорту. There's probably one direct road,
but there's loads of other ways that you can get stuck in. Так сказать, можно, конечно, пройти прямым путем, но стоит сделать поворот не в ту сторону, и ты застрянешь неизвестно где и неизвестно насколько. So they found that by feeding these rats choline, То есть, their spatial awareness was greatly то есть enhanced. обнаружили, что если крысам давать дополнительное количество холина, в пространстве крысы ориентируются намного лучше. То есть в пространстве или в той водной среде, которая используется для тестирования. And not just at the time of the taking of the choline. Причем улучшаются эти функции не только в момент, так сказать, использования препарата в лечебных целях. But it was greatly enhanced all their life. На протяжении всей жизни сохраняется эффект. Now, don't you wish you had choline as a child? Но не жалеете, что вам в детстве холин не давали? So, how much easier learning would be? In foods, Eh, where do you or find your it? mother. If we knew now what we know, it would make our learning a lot easier. И учились бы мы все намного лучше, если бы мы знали тогда, что мы знаем сейчас. In which foods do you find it? Salmon. Лосось. Salmon is the best. Lосось – это лучший источник. And yeast. Yeast? И дрожжи. Those are the gold. But we're thought, as I say, to make most of what we need here from our Но gut. в основном, так сказать, должен работать кишечник. So there may be a physiological reason for learning problems. Так что вполне может быть, что проблемы обучения связаны с определенными признаками физиологии. And you would have found that out from here. А находим мы все это вот через эти точки. So maybe Sergei's mother wasn't having enough choline in her Может diet. быть, у Сережиной мамы был недостаток холина. And this makes poor Sergei as a child always be a little slow in learning. И бедняжка, и маленький бедняжка Сереженька плохо все время учился. Ему было очень трудно учиться. What isn't annoying that there were children at school who could learn things incredibly fast? Вы знаете, трудно, да, с этим смириться. Ведь дети могли бы учиться намного лучше. And I'd have to learn and learn and learn На and самом деле, learn. дети зубрить и пытаться это запомнить, и быть не в состоянии это сделать. So the laying down of the memory may be different to different people depending upon their diet. Так что рацион питания в значительной степени может быть влияет на то, как человек, насколько хорошо человек способен запоминать что-то. Okay, so what we've learned is the three neurotransmitters, the three meridians to test for memory problems. Итак, 3 нейротрансмиттера и 3 меридиана, которые нужно тестировать при подобных проблемах. And it's very important that you must do them in that order, И очень важно, чтобы они тестировались именно в той последовательности, которую я показала. because you can't recall what isn't there. Потому что вспомнить о том, чего там нет, невозможно. So first of all, you have to see whether it's gone in, Так что сначала нужно посмотреть, что вошло, whether it's been laid down, что отложилось and whether it can be remembered. и что запомнилось. Now, the other thing to always remember with the gallbladder meridian И работая с меридианом желчного пузыря, нужно все время помнить, is it's everything to do with fats, что это прежде всего жиры, все что угодно связанное с жирами. because that's the physiological function of the gallbladder. Потому что это физиологическая функция желчного пузыря. So it stores bile, which emulsifies fats. То есть это хранилище желчи, а желчь это жир. So a person who has a gallbladder problem here Если у пациента проблема желчного пузыря, которая проявляется на данной точке меридиана, may be deficient in the right type of fat. может быть просто испытывает дефицит в области нужных конкретных жиров. And or conversely high in bad fats. То есть может быть у него недостаток хороших жиров или избыточное количество плохих жиров. So they may have too many what are called trans fats Может быть очень много трансжиров or hydrogenated oils. или гидрогенизированных жиров. And they may be deficient in good unsaturated А oils, вот, так сказать, хороших жиров может не хватать. like our omega-3 oils. Скажем, допустим, масла омега-3 к этой группе относятся. So again, this is why taking fish oil again often enhances children with their memory and Поэтому, так adults. сказать, рыбий жир, конечно, улучшает память у ребенка. Right, so do you want to just try this on each other? Ну что, давайте попробуем друг на друге. So just stay sitting and Можете test, сидеть там, где сидите. stand behind your partner. Встаньте за своим партнером, не знаю, как вы встаньте. Порядок. Секунда, секунда. One minute. Секунда, здесь мои, тихо. What I want you to do is
first of all, test a strong muscle, Значит, первое, протестировали сильный индикатор, and then challenge your partner to a non-stressful incident. и потом попросите своего партнера вспомнить о нестрессирующем его событии. Okay, you can think of anything you want, То есть о чем угодно можете пытаться вспоминать. as long as it's not stressful. Важно, чтобы это не повергало вас в состояние стресса. Okay, so it'd be quite interesting to see what you come up with. И будет очень интересно увидеть результаты того, We've had что things вы like получите. the first time you learned to ride a bicycle. Можете попытаться вспомнить, как вы первый раз сели на велосипед. That was stressful, was it? Because you fell off. Okay. Стресс, потому что свалился первый раз. The first time you ate a banana. Первый раз, когда попробовал банан. It could be anything. То есть, Try and что not make it угодно, stressful. можете придумать любую ситуацию. Ну давайте уже, теперь давайте. You've got to make that muscle go weak, Мышцы должны ослабнуть. and then go around the 3 А neurotransmitters. потом вот эти три нейротрансмиттера по точке проверяйте свою нужную последовательность. Смотрите, где будет усиление. Нормально.